Система из 3 драйверов, 2 пьезоэлектрических и 1 динамический. Активное шумоподавление до 55 дБ с многоуровневой регулировкой. Притом самое странное, больше уровней на андроиде. На айфоне их всего 8. Функция прозрачности, технология пространственного звука с отслеживанием головы, которая, правда, работает пока не очень. 6 микрофонов с шумоподавлением на базе AI. Мультипоинт до 2 устройств. Поддержка фирменного приложения, сенсорное управление. Защита от влаги и пыли по стандарту IP54, время автономной работы до 36 часов с кейсом и до 9,5 часов на одном заряде наушников. И обо всем этом, разумеется, можно прочесть в рекламе к наушникам под названием Xiaomi Redmi Buds 6 Pro в глобальной версии. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в небольшой белой коробке из тонкого картона. Разумеется, на ней есть изображение, название и краткая информация о модели. В комплекте мы имеем кейс, наушники, краткое руководство, амбушюры довольно неплохого качества и кабель USB-C для зарядки. Габариты кейса с наушниками вы видите на экране. Вес одного наушника 5,2 грамма, а вес кейса 36 граммов. Наушники не маленькие, из ушей довольно прилично они выпирают, и они не пошли по пути минимализма, а видите, запихали сюда максимальное количество драйверов. Звуковод овальной формы с металлической сеточкой. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube-канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге, и вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Как только Poco X6 Pro у меня кончится, буду разыгрывать Poco X7 Pro. Благо, ими я уже закупился. Перейдем же к наушникам. Начнем. В продаже имеется черная, белая и фиолетовая расцветка данной модели. Плюс, по всей видимости, также есть версия Gaming Edition с флеш-коннектором версии 2.0 для снижения задержки. К слову, на FOPDA уже народ даже такие штуки купил, и там уже какие-то мини-проблемы и мини-решения. Так что читаем, кому интересно. Но, как по мне, данная версия не особо актуальна, и если вам необходима минимальная задержка в играх, используйте проводные наушники, это прям самая гениальная идея. Дизайн практически такой же, как у модели Redmi Buds 5 Pro. Кейс выполнен из глянцевого пластика, притом бытует мнение, что от цвета кейса зависит его тактильное ощущение. Я, во всяком случае, на руках имею белые, все, что трогал в магазине, плюс-минус такое же. Но там были не все цвета. Форма бокса овальная, в кармане он слегка мешается, он довольно большой. Далее на корпусе расположили надпись Redmi, разъем Type-C, выступ для удобного открытия крышки и LED-индикатор в виде полосы. За что плюс? Потому что у него есть еще 4 режима, чтобы можно было примерно прикинуть, какой заряд аккумулятора батареи без захода в программу. Открыть одной рукой кейс, разумеется, можно. Крышка в открытом состоянии фиксируется, за что плюс. Шарнир, к слову, пластиковый, но люфт у крышки отсутствует. Хлопок при закрытии кейса слегка глухой, но не раздражающий. Внутри все оформлено минималистично. Есть 2 места под наушники с 2 контактами для зарядки в каждом. Наушники в кейсе слегка гуляют. Вытряхнуть наушники с открытой крышкой сложно. Но, как говорится, возможно. С дурью можно много чего сделать. Извлекать наушники из кейса удобно, потому что он большой. И наушники большие. Переходим к наушникам. Наушники выполнены из глянцевого пластика. Дизайн наушников стильный. Выглядят они неплохо. Посадка комфортная. При длительной носке уши не устают. Ко всему, наушники в ушах сидят плотно. Опять же, здесь все индивидуально. Нужно примерять, потому что вам могут они не подойти. Хотя, опять же, вот такой формы очень много всего и таких размеров тоже. Поэтому, если вам стандартные ТВС-ки подходят, мне кажется, эти тоже подойдут. Далее, на корпусе расположили по 2 контакта для зарядки, 6 микрофонов в общей сумме на основе искусственного интеллекта с технологией шумоподавления ветра, маркировку left-right и сенсорной области для управления. Из команд на борту play-пауза, переключение треков, ответ сброс вызова, регулировка громкости, вызов голосового ассистента и переключение между режимами шумоподавления. Настроить тапы и свайпы возможность есть, команды сопровождаются неплохими системными звуками, на тапы наушники откликаются корректно. Ко всему можно одновременно использовать все команды, что прям супер удобно. Далее. Наушники оснащены 11-миллиметровыми динамическими драйверами с титановой диафрагмой в паре с 2 пьезокерамическими драйверами, то есть суммарно по 3 драйвера в каждом наушнике. Технология активного шумоподавления в данной модели до 55 дБ с персонализированным режимом, адаптивным режимом и ползунком для регулировки силы шумоподавления вручную с 21 позицией в Android смартфоне и с 8 позициями в iPhone. То есть количество позиций шумоподавления может быть разное в зависимости от того, какой у вас смарт. Белого шума в наушниках с включенной этой технологией я не слышал. ANC со своей задачей справляется, по мне, очень даже хорошо для этого типа наушников. Единственное, с ANC звучание как минимум очень
очень плохое. То есть, если вы будете активный шумодав врубать, вам и басов не будет хватать. Функция прозрачности с 3 режимами работы также на борту, плюс за то, что ANC и функция прозрачности работают даже с одним наушником. Pad 6 Pro поддерживает технологию пространственного звука с отслеживанием положения головы, 5 предустановленными режимами под разные сценарии использования и даже адаптивной настройкой. Функция адаптивный звук для автоматической настройки звучания в зависимости от окружающей среды и формы уха, а также баланс звука с 4 предустановленными эквалайзерами. И, разумеется, даже кастомный эквалайзер, на который, кстати, наушники нормально откликаются. Далее, по одному наушники работают, и переподключение здесь бесшовное. Автоматически они подключаются после открытия крышки кейса с ранее сопряженным устройством. Ко всему, разумеется, есть поддержка технологии FastPair. Но огромный минус за то, что здесь нет никакой анимашки при подключении даже к смартфонам Redmi. Может, к Xiaomi есть анимашка, но вот на Redmi-ках я пробовал, его нет. Это примерно так же, как их суперкодек, который они анонсировали. Вроде бы только в Redmi K80 можно использовать в китайских смартфонах. К слову, у меня K80 был, но я проверять не стал, потому что вряд ли кто-то будет покупать китайский смарт для того, чтобы использовать кодек с наушниками. Датчики обнаружения работают корректно, их можно отключить в приложении, если в этом есть необходимость. Далее в приложении есть поиск наушников, проверка прилегания, функция автоматического ответа на вызовы и полноценный мультипоинт до 2 устройств, который у меня, к слову, еще не глючил. Далее, емкость аккумулятора 480 мАч, полный цикл зарядки занимает около 2 часов. Емкость аккумулятора одного наушника 54 мАч. Заявлено, что наушники могут 9,5 часов жить по кодеку AAC на 50% громкости, а вместе с кейсом 36 часов. Есть еще суперсила. За 5 минут можно подзарядить наушники чуть-чуть и получить 2 часа прослушивания музыки в тех же условиях. То есть по AAC кодеку на 50% громкости они 2 часа должны отыгрывать. У меня в итоге отыграли они 40 минут, а полная автономность у меня получилась не на 50, на 60%, около 7,5 часов. При том, что по LDAC они, разумеется, будут быстрее разряжаться. И, разумеется, и активный шумодав, и функция прозрачности в моем тесте были отключены. Повторяюсь, на автономность никто здесь не жаловался пока из тех, кто приобрел, потому что она и правда классная. Наушники большие, аккумуляторы большие. С кейсом данная пара прослужит спокойно вам 30 часов. Далее, водонепроницаемость есть только у наушников по стандарту IP54. Для тестирования я окунул их, разумеется, в воду. Мой экземпляр не пострадал, но, к слову, за 7 лет моего канала у меня еще ни одни наушники не погибали от воды. С другой стороны, так делать не стоит, плавать в них нельзя, и под дождь я бы с ними тоже не попадал. Желательно. Xiaomi Redmi Buds 6 Pro подключаются к приложению Xiaomi Earbuds. Приложение доступно на русском языке. В нем есть заряд наушников и кейсов в процентах, за что плюс. И кроме уже перечисленного мною ранее, в нем можно обновить прошивку. Мне обновление уже прилетало. Притом есть магия. Если вы купили Redmi Buds 6 Pro китайской версии, то вам нужно будет регион Китая в программе выставлять. Если же глобальный, вы можете выставить любой регион, и они будут обновляться на прошивку того региона. Прошивки могут быть разными, а как откатывать их, пока никто не знает. Bluetooth версии 5.3, на этом я считаю, что они сэкономили, потому что уже есть 6-й версии. Из кодеков на борту AAC и SBC также есть кодек LDAC. В китайской версии LDAC, кстати, нет, но есть MIHC, Xiaomi HRS кодек, LC3 и LHDC. Через одну стену они не отваливались, как и через 2 стены. Задержка на YouTube незаметна. В целом, как и в играх, играть можно, но минимальной задержкой не является. Примеры вы сейчас увидите на экране. И, к слову, по поводу работы наушников, у меня были глюки. Иногда один или другой наушник отваливались. И это было и с айфоном, и это было и с андроидом. На новой прошивке тоже такое было, но в меньшем количестве случаев. То есть пока они работают на сегодняшний день лично у меня нестабильно. При том, что продаются они уже больше месяца, кстати. В общем, это нехорошо. Хотя, опять же, это частный случай. Возможно, у других пользователей все волшебно.
Так, ну, пример работы микрофонов беспроводных наушников Redmi Buds 6 Pro в помещении. И сейчас это будет интересный тест, потому что я также, помимо того, что протестирую их в помещении с, собственно, смартфоном, также вы услышите еще, как отрабатывает просто смартфон без этих наушников. Вот так примерно вас будет слышать собеседник. Ничего волшебного в этих ушах нет. Волшебная может быть только цена. И вот сейчас еще рядом с кондиционером встану, и вы услышите, как работает их шумодав. Вообще я вижу перегруз. А вот теперь микрофон смартфона, только вы помните, что микрофон смартфона у вас будет отрабатывать намного лучше, если вы будете разговаривать с собеседником, потому что источник звука будет рядом с микрофоном. А сейчас источник звука не рядом с микрофоном, потому что я говорю в смартфон, он не рядом с моим ртом. Так что для себя можете оценить, как лучше вас буду слышать. Звучание. Сразу отмечу, что при наличии такой трехдрайверной системы отличие от прошлой модели Buds 5 Pro практически по звуку незаметны. Есть легкие улучшения по средним частотам и по высоким, особенно по высоким. Низкие как качали, так и качают очень неплохо, но убить это довольно легко, включив активный шумодав или функцию прозрачности. И у вас получается какая-то не очень хорошая картина. Баланса здесь достаточно, запаса громкости хватает, но если у вас проблемы со слухом, вам, возможно, будет не хватать громкости. При максимальной громкости каши нету частот, никаких перегрузов не слышно. И в целом играют наушники максимально достойно, хотя по звуку мне в эти же деньги однозначно больше нравятся и Anker, и OnePlus, Buds 3 и даже Realme Buds 6 Pro в некоторых сценариях, но они прям очень близки. Из минусов: звучание особо не отличается от прошлой модели, с кодеком LDAC особого улучшения по качеству звука нет. Если сравнивать со звучанием по кодеку AAC, я вам скажу, что мне с айфоном, как они работали, даже больше понравилось, чем с андроидом по кодеку LDAC. Плохо отрабатывает микрофон в шумной обстановке, а также цена. То есть ценник на них должен быть ниже, чем у конкурентов от Realme. Это, опять же, мое субъективное мнение, можете с ним не соглашаться. Потому что технически-то их напичкали всем чем, но практической пользы от этого довольно мало. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Этим вы очень сильно поможете проекту и, возможно, поможете себе. Резюмирую. Xiaomi Redmi Buds 6 Pro — отличные наушники, если у вас есть смартфон Redmi. Как мы знаем, те же микро даже будут работать лучше. Неплохие наушники, если у вас есть смартфон от Xiaomi, а во всех остальных случаях есть универсальные Anker, повторяюсь, те же деньги, есть универсальные Realme, которые очень часто продают за очень низкий ценник. Эти наушники довольно габаритные, премиум-сегмент у Redmi и Xiaomi — это Xiaomi-шные уши. Те глюки, которые у меня были при работе данного устройства, я спешу на свежесть прошивки. Надеюсь, что все это дело пофиксят. Использовать я пока их еще буду. Прорыва никакого в этом нет. По поводу того, лучше ли CMF Pro 2, для примера, в те же деньги, по звуку мне CMF Pro 2 больше понравились. Но если суммарно собрать весь функционал и плюс еще принадлежность к бренду, очень даже неплохие наушники. Ждем, как говорится, дроп ценника. Подписывайтесь на канал с колоколом. В целом девайсу от меня однозначно да, до $45. Напишите, как вы считаете, имеют ли они право на жизнь. Добра и удачи вам, дорогие друзья!